Здесь на площади у торгового центра «Галерея», у меня за спиной справа одно из зданий Московского вокзала. Здесь же у нас выход с электричек, прибывающих на Московский вокзал. Мы и начнем сегодняшнюю прогулку по Невскому проспекту. С понедельника начали включать новогоднюю подсветку, украшательство новогоднее. Так что будем посмотреть. Да, друзья, привет! Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня в очередной раз живое гуляние, живая прогулка по нашему прекрасному городу. Вечерняя прогулка. Ар-ар. Да. Сейчас выйдем на площадь Восстания и я думаю, сейчас сделаю круг по ней. Кружочек. Алена, добрый вечер, Роман. Да, добрый вечер, Алена. Сейчас времечко как раз такое, что все с работы на работу, точнее, с работы бегут на вокзал, на электричку. Все, кто живет не в городе, а в пригородах. У нас получается направление преимущественно электричек в сторону Колпина и так далее туда, с Московского вокзала. Хорошей прогулки, спасибо. Спасибо. Сегодня у нас температурка наконец-то минусовая для зимы. Ну, в смысле, про зиму наконец-то. Так-то в целом +1, +2 тоже было бы неплохо. Но морозит. С утра было -2, по ощущениям -7, говорил нам погодный информатор. Так, добрый вечер, Роман. Привет из Тихвина, Ленинградской области. Тихвин — это у нас, скажем так, совершенно другой край Ленинградской области. Если мы едем на поезде, то это, наверное, последняя остановка на границе области, получается, Тихвин-то. Далековато отсюда. Да. Как у вас в Тихвине со снежком ситуация? Просто, как видите, в Питере снега нет. Вчера была попытка навалить, но что-то успело уже растаять за ночь. И только к утру подморозило. Так, Антонина желает всем хорошего вечера. Новосибирск с нами. Отлично. Новосиб. Сколько у нас? +4 часа или +3 от московского, от нашего, от питерского. Люди не выдерживают, начинают перебегать дорогу на красный свет. Ну, можем идти в целом. Нам надо здесь за короткий промежуток времени успеть перебежать 2 дороги. Через Островок. Следующая.
Мы уже видим на столбах эти люстры светящиеся. Буду их называть люстрами, но потому что уж больно похожи на люстры. Видите, здесь так. Уже кафешки тоже украшают. Кто как может. Так красивенько получается. Неплохо. Основная масса сейчас людей у нас в метрополитен, вот туда, станция метро, площадь Восстания, бежит. А мы мимо них пройдем и сразу в метро. Ой, в метро, на Невский. Так, добрый вечер всем. Отличные, красивые прогулки нам. Спасибо, Алена. Так, Александр М. говорит, что наконец-то попал на стрим. Да, видите, я в этот раз сильно заранее анонсировал стрим, спланировал. Хотя, как говорил вам, что в понедельник собирался, но получилось только сегодня. Это у нас Александр, постоянный зритель из Мурманска. Мурманчанин. Слишком много мур. Здесь перейдем Лиговский проспект. Напомню, что когда-то в этом месте был Лиговский канал, по которому доставлялись и стройматериалы на строительство домов в здешней округе, и вода подводилась в итоге, в конечном итоге, к фонтанам летнего сада. То вы представьте, где мы сейчас на самом деле и где летний сад. Не близко, но вот по такой сложной траектории, с такой сложной инженерной мыслью пропустим людей. В толпе не пойдем, нам первыми в метро не надо оказаться на эскалаторе. Все же думают, что эскалатор без них уедут, и эти мчат толпой безрассудной. Так, знаете-ка, давайте туда к елочке подойдем. Елку-то поставили, а как бы даже не похоже, что что-то будут, какие-то огни гореть на ней, как будто бы. Но не будут и не будут. Так, Александр Мироненко говорит, что утром прилетел из Питера. А прилетел куда? Так, в целом, сейчас мы прямо здесь Невский перейдем, здесь на зебре. Заодно, как бы я в перспективе покажу сам Невский, вы увидите. И там, я думаю, свернем на Пушкинскую улицу. На Пушкинскую. Пермь. Угу. Пермь передает привет. Привет с ЕКБ. Короче, Пермь и Екатеринбург с нами. Так, что я? Невский ж показываю.
И вот такие украшательства вплоть до самой Дворцовой площади. В одном стиле все. А так как все в одном, и без того в одном стиле, то я думаю, что мы сворачиваем на прилегающие улицы, или улицы, которые перпендикулярны. Ой. Невскому проспекту, ну, чтобы был контраст хоть какой-то. А то вы ненароком подумаете, что Петербург вот весь такой украшенный. Но я не то чтобы хочу доказать обратное, я хочу зафиксировать факт. Его Величество. Факт. Так, Наталья. Тут всегда народу уйма. Как раз на восстание. Алена Омск, 200 рубликов. Добрый вечер. Привет из Калининграда. Екатерина нам шлет. Вот в Калининграде точно знаю. Там -1 час от нас. Да, своеобразные еще, кстати, украшения на Московском проспекте. Там как-то по-своему. Но до Московского далеко отсюда. Не пойдем. Так, а здесь, если мы пойдем по... Стоит ли нам по Пушкинской идти? Ну, стоит. Чё нет? Вот смотрите, мы сворачиваем на прилегающую улочку. И все. И Новый год кончился. Притормаживает. Опачки. Вижу, кстати, что не совсем скорость на максималках. Хотя вот сейчас от Невского отхожу, и цифры растут вверх по скорости. Странно, что там на Невском такое. Опять глушилки, что ли? Так, Александр говорит, на Дворцовую горку делают, подтверждаю. Там мы прошлую прогулку еще видели. Горку там колотили. На Семимосте, в новогодних огнях. Ну да, там Никольские ряды поблизости. Может, они какое-то участие в финансировании украшательств приняли. Вот ничего не делал Володька. Просто свернул с Невского. И вот смотрите, 5 людишек практически не стало. Без сарказма говорю. Вот реально, прям вот как будто бы мы где-то на окраине, да, оказались. Внезапно. Вот когда делаются ремонты, есть возможность зайти в какой-нибудь из парадных. Например, вот так вот. Здесь, конечно, красочкой пахнет. Но вот такие потолки в парадных. Я дальше не пойду, там темно. Вот. Но лепнину оценить можно. А двери открыты, потому что, видимо, красили. Чувствую запах краски. Видимо, проветривают. А дом на реставрации был. Леса снимают. Так, сейчас пройдем мимо одного из памятников Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь на Пушкинской улице.
Морозит, морозит. Руки коченеют. Летом эта улица мне очень нравится. Опачки. Александр М. Прям царский донат оформил. Я без звука. Я без звука один фиг. Блин. Так. Добавить, прибавить. Но у меня микрофон этот петличный, он блокирует озвучку. Но за донат, говорю голосом, громадное спасибо. Так, в общем, так, Александр Сергеевич, знакомьтесь. Да, про улицу, то, что мне нравится. Она вот буквально вот там у нас в промежутке опять Лиговский проспект. За спиной у нас Невский. Такие очень шумные, многолюдные, многомашинные городские артерии. А здесь буквально вот в 3 минутах тихая зеленая улица с таким неплохим сквериком. В целом неплохие, красивые доходные дома. Вот вы только оцените вот это вот окна на 2-м этаже, какая там комната полукругом у кого-то. Я как-то здесь ходил на шару, пытался попадать в парадные. То есть взял всякие эти магнитные ключи от домофонов. Там свои, которые были, там на работе у коллег попросил. Ну, типа, думаю, на шару прокатит, не прокатит. Короче, ни один не подошел. Ну, вот я имею в виду от этих всех, от домофонов. Ни один не подошел, к сожалению. А план капкан был найти парадную, в которой есть выход на крышу. План был изначально провальный, потому что, как правило, выход на крышу есть на черной лестнице, а черная лестница, она во дворе. А все парадные, все подъезды, которые выходят на улицу, на проезжую часть, они просто вот идут до верхнего этажа и все. Там выхода на чердак нету. Так что имейте в виду. Тут как бы палка о 2 концах. Если вы хотите посмотреть красивую парадную и подняться на крышу, это, как правило, не получится. Будет или красивая парадная без крыши, или черная лестница, узенькая, маленькая, темная, закуренная. Но, возможно, с выходом на крышу, опять же, возможно. Так, здесь сейчас на Кузнечный переулок сворачиваем. Вернемся по улице Марата обратно на Невский. Получается, такую петлю сделаем. Так, что у нас? Александр Миронов поправляет не людишек, а людей. Ну вот, не надо меня поправлять. Остро я реагирую и могу обидеть. Так, и Пушкинская среда, маловато и тихо. Вообще всегда поеду. Так, 8 декабря обещают мультимедийную развлекуху показать на фасаде. Слушайте, не знаю, насколько это развлекуха. Это развлекуха, которую надо смотреть своими глазами вживую. Прям вот вживую. Там вся суть-то как раз
и заключается в том, что вы вот стоите там под определенным углом, не знаю, на этот фасад смотрите, и вот эту всю игру света и теней, плюс музыкальное сопровождение, это вот как-то эмоционально воспринимаете. На видео-то оно не так круто. Вот. Так что смысла особого не вижу. Особого. Опять же, там вход, да, бесплатный, но там начнется опять эти рамки пройди, досмотр пройди, все выложи, карманы выверни, вот это вот фу. Это противно, это как-то вот Медленный. прям достоинство человеческое в этот момент отбрасывается напрочь. Я понимаю, безопасность это вот все, но перегибы. Вот по Кузнечному переулку, если дальше еще пройти, мы сразу окажемся на станции метро Достоевская с Владимирской. А здесь мы проходим мимо музея Арктики и Антарктики, который находится в бывшем храме. И вот именно храм, я не собор назову, да, а православный храм. Как это? Храм Венеры, храм Аполлона, как в Древней Греции и Риме. Вот здесь также храмовая постройка. О, у Светланы на Кузнечном 15 жили бабушка с дедушкой. Вот так вот. Хорошо жили. Хорошее место. Неплохо. Так, вышли на улицу Марата. Идем обратно в сторону Невского. Что же это? Поздно я прочитал вот этот адрес, Кузнечный 15. Надо было посмотреть номера домов, мимо которых проходили. И, возможно, бы попробовал, ой, не знаю, может, парадную показать. Или во двор завернуть. По поводу донатов есть два варианта. Это вот CloudTips, ссылка в чате появляется, и на Donat Alerts. В принципе, истории равнозначные, и там будут ваши донаты выводиться на экран. Можете как-нибудь пожелания писать. Классно, когда вот такая подсветка на домах обыгрывают декоративные элементы. Так, вот сейчас вот будем мимо одного торговика проходить по левую руку, вот там уже виднеется. Вот, не знаю, у нас Юрий, наш постоянный зритель и, по его мнению, консультант канала, смотрит или нет. Просто он может нам подсказать или подтвердить, или опровергнуть, или может какую-то информацию еще дать. В общем, на месте, где вот этот торговый центр, раньше в советское время были бани общественные. Особо примечательного ничего, там такая дубовая была архитектура советская. Ну и как я читал, что владельцы этих бань сами приняли решение их снести и на этом месте построить торговый центр, ну и им управлять.
Мол, это больше денег принесет, чем помывочные. Так, вот классное, кстати, оформление вот елочками. Тоже неплохо получается. Про самокаты. Когда тут велосипедиста увидел, про самокаты вспомнил. Сегодня по радио была новость, что все эти кикшеринговые истории уходят на зимовку. Да, это вот все самокаты, которые вы можете брать поминутно. Это все имеет свое название. Это кикшеринг. Ой, извините, Что мне с ее извинениями делать? Сначала под ноги бросается, потом извините. Ну, не знаю. Так, подсказывают, что во Владимирском соборе верхний храм очень красивый. Ну, возможно. На самом деле я что-то даже и не знал, что во Владимирском соборе два храма. Да, вот Юрий у нас здесь. Отлично, я рад. Как раз вы глубже копнули, чем я сейчас сказал. Думал, как раз вы эту информацию оставить для вас. Да, вот некогда. Храм, после храма были бани, ну а после бани вот у нас такой торговик. Так, и дядя Коля подтянулся, отлично. Всех рад видеть, слышать, читать. Уже подошли к Невскому проспекту, обратно вернулись. Сейчас дождемся разрешающего сигнала светофора и пойдем. Земля для цветов. Так, еще донатик, Евгения. Так, у нас не выводятся имена донатеров в отдельном. А должно выводиться. Они там типа встретились там, туда-сюда, я уже с тележкой этой, с тележкой ее Так, держимся немножко правее. Так, пока что у нас до Фонтанки сворачивать уже будет некуда. Или же мы. А нет, свернем на Рубинштейна, свернем еще. Там на Рубинштейна есть один переулочек, по нему мы выйдем на Фонтанку, а по Фонтанке вернемся опять на Невский.
Она его тупорит. Что-то я хочу поднастроить картинку. Тут никаких нет возможностей как будто бы улучшить. Ладно, оставим как есть, получается, что ли. Сейчас последние проверки даст. И идем дальше. Окей. Здесь станция метро Маяковская, мы проходим. Здесь же у нас слева кинотеатр художественный. Как водитель автобуса негодует, что таксист высаживает людей на его пути. Такие прям имперские какие-то украшательства. Где-то корону напоминает, где-то скипетр, где-то державу. Ну вот слушайте, и про скользко. Я сейчас иду вот просто по камню, да, по граниту. Ну, мне не скользко. Плюс я вижу, что Невский нет-нет, да посыпан солью. То есть соли в Питере много. Ее любят сыпать везде. Куда ни плюнь. Так, Сергей. Добрый вечер. Почему-то чат на экран не высвечивается. Серьезно? Блин, точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, чат не высвечивается. Так, Питер, привет из Володы. Роман, добрый вечер. Так, я тогда должен сейчас буду починить чат. Странно, почему не высвечивается. А чтобы починить чат, мне надо будет прерваться. Из Вологды. Ага. А то я думаю, что за Волода? Вологда-гда-гда-гда. Вологда-гда. Отлично. Аноним 100 рублей. Потому что у меня ни чат не вводится, ни последние 5 человек, кто совершил донаты, не выводится. А чтобы это мне починить, надо немножко прервать стрим, получается. Друзья, все мои дорогие 86 зрителей, я сейчас буквально на... Опять же, не уверен, получится это или нет. Надеюсь, получится. Большое спасибо за бдительность. Так, Фродо. Угу. Так, ну не знаю, слушайте. Сейчас посмотрим. Что-нибудь напишите в чате, появится оно или нет.
Мосты украшены или нет, спрашиваете. Вот и посмотрим. Сейчас дойдем до первого моста. Так, 44 человека дождалось. Да, мы дойдем до самого конца Невского и посмотрим на стрелку, как там дела. Так, ну чат так и не выводится, кстати. Я не знаю почему. Чё за фигня, блин. Так, друзья, я все-таки... Давайте так, еще раз попробую, еще кое-что надо поменять. Попробовать поменять. А может у меня со второго телефона получится. Так, стоим пока стоим, ждем. Я там пытался сегодня ВК еще настроить, чтобы чат оттуда тянуло. Может быть, он поэтому и тупит? Я не знаю. Так, ну вообще должно работать. Блин, я не знаю почему. Так, давайте ждем следующего сообщения в чате и посмотрим, появится оно или нет. Сколько минус сейчас? Сейчас посмотрю. Немного. Минус 4. Так, так и не выводится ничего, бляха-муха. Ну, в общем, чат не выводится, и слава богу. Если кто-нибудь там нам захочет написать какие-нибудь гадости, а такое у нас бывало, то никто это не увидит. Здесь мы сейчас на перекрестке с Литейным проспектом. У нас направо уходит Литейный, налево Владимирский проспект. Нет, Наталья, чат-то работает. У нас проблема в том, что на экран, на видео чат не выводится. Как, Серега, вот мужчина без шапки был. На велосипедах вот разъезжают до сих пор. Картинка зашибись. Ну, я рад. Я рад. Вот мы уже почти у моста.
Но здесь я позволю себе опять делать поворот. Здесь у нас улица Рубинштейна. Та самая ресторанная улица. Я вот буду миксовать красоту с некрасотой. Я вам показываю настоящий Петербург. Есть, как я уже много раз говорил, Петербург открыточный. В смысле, на открытках, которые мы все знаем. И есть Петербург настоящий. Ну, открыточный он настоящий, только вот есть еще другой. Настоящий Петербург. Атмосферный. Так, Наталья пишет, что мы идем по нечетной стороне Невского. Это как бы мы уже идем даже не по Невскому. Так, где-то здесь есть Боревич. Вот, подходим к нему на Рубинштейна. Буквально, чтобы выйти из бара, надо выйти в окно. Вот здесь у них окошко раньше было, как дверь использовалась. Вот я сейчас смотрю, опять ремонты затеяли. Видимо, как раз летний сезон закончился. Ну и можно переформатироваться под что-нибудь другое. Вчера мосты не подсвечивались. Посмотрим, что сегодня. Вдруг повезет. Да. Там же как-то вот основная иллюминация, насколько я вот из статей в прессе вычитал, должна случиться с 15 декабря, что вот вообще вот все и везде будет. А до этого времени все в каком-то тестовом режиме там или еще чего-то. Ну, хотя вот мне нравится, как коммерция украшает. Они-то раньше всех еще с ноября все это начали делать. Опять вот елочки. Так, на Рубинштейна дом коммуны. Первый, скажем так, что ли. В котором в том числе жила Ольга. И памятник. Ольга Федоровна Бергольц. Фамилия. С 32 по 43 год жила и работала поэт. Только что вы слушали чисто питерскую речь. Где-то здесь, кстати, на этом переулке есть древности. Переулок Графский. Некоторые елки еще не подсвечены огоньками. Да. Слушайте, я даже некоторые елки смотрю, которые там, ну, видаю. Так там даже намека нет на иллюминацию. Просто вот елка, просто какие-то украшения висят. Звезды, шары или еще что-то. Ну, то, что они будут светиться, вообще далеко не факт. Короче, где-то вот в этом вот сланце, здесь вот, или где-нибудь здесь, добытый на карьерах Ленинградской области, есть всякие, ох, я уже забыл, как называются эти древние животные, типа наутилусов. Богдан ЦД.
Так, в общем, чат у нас не выводится, поэтому я буду по возможности сам воспроизводить голосом. Но зато у нас выводятся ваши донаты, это точно. Донаты и подписки. Вот мы подошли, вот эта темная полоса. Это у нас фонтаночка. Фонтаночка. Ну и нам бы сейчас дождемся светофора, чтобы с той стороны никто не ехал. И перейдем безопасненько. Потому что есть на фонтанке движение одностороннее. В целом подвоха быть никакого не должно, думается мне. Так, даже здесь, наверное, на зебре сейчас перейдем, чтобы нам тут под стрелой не стоять. Ну, как вы можете догадаться, на фонтанке льда нет. Откуда ему быть, когда до последнего времени плюсовые температуры стояли? Вот видите, зеркальная гладь практически. Никаких спецэффектов. У нас, значит, получается Аничков мост, Аничков дворец. Да, Наталья, немноголюдно. Оттого и на самом деле гулять приятно. Но сейчас выйдем обратно на Невский. Люди вернутся. Так, спустимся сюда чуть вниз. Посмотрим уровень воды, потому что последний раз, когда мы гуляли, уровень воды в реках и каналах был достаточно высокий. И вот в этом месте вода, наверное, могла стоять прямо вот на этих ступеньках уже. То есть мы бы сейчас ходили по воде, а это буквально, ну, там без малого метр, наверное. Без малого. Никаких отметок здесь не вижу. Ну, отметок, докуда поднималась вода в какой-либо год. Ну да ладно. Так, Вова, привет вас из Великого Новгорода. Великий Новгород на связи, отлично. До Великого Новгорода тут нас, можно сказать, рукой подать. 3 часа, наверное, да, на ласточке. И вы в Великом Новгороде, вы у стен Кремля новгородских. Вот все ближе к Дворцовой. Предполагаю, что все должно быть как-то краше и напыщенней в украшательствах.
Блин, на самом мосту светло. На самом мосту светло, а вот к мосту подходили, было темно достаточно. То есть он сбоку не подсвечивается. В планах есть такая затея, как провести стрим на площадке или Рутюба, или ВК. Так что будет стрим тестовый как-нибудь на днях. Хочется просто посмотреть вообще, какой будет отклик, как будет качество, какие там будут возможности. Я в целом... Соль не хрустит. Соли немного, но есть. Вот. Хочется проверить качество и возможности от других площадок. Наверное, ВК. Я как раз на ВК пытался настроить, чтобы чат подтягивался. И вот, видимо, пока настраивал, сломался чат совсем. И у нас на трансляции не вводится. Невский тормоз. Володька говорит. Так, здесь думал перейти дорогу, но посмотрел на светофор, что целую минуту стоять. Ладно, пойдем до Катькиного садика. Пройдем мимо Александринки. Вернемся на Невский, посмотрим Малую Садовую и Манежную площадь. На Манежной же будут рождественские гуляния, рождественская ярмарка. Манежную площадь всегда украшают. Зайдем туда, посмотрим. Давай на Twitch. Twitch площадка для игр. И Twitch очень плохо относится к неигровым стримам. Поэтому сорямба. О, хе-хе. Смотрите-ка, что здесь в юнатах. Какие украшения. Приколдесно. Так, вот Александр нам все пытается донести, что на Невском тормоза, но, друзья, как у вас? Тормозит, не тормозит? YouTube чек. Прикольно, слушайте, здесь. И видите, освещение на стенах дворца интерактивное. И вот там впереди тоже. Сейчас дойдем до тех ворот еще. Так чат работает, господи, чат работает, вы пишете, все хорошо. Чат не выводится на экран, в записи чата не будет на экране. Если вы не понимаете, о чем я, посмотрите прошлый стрим. Там в левой части экрана идет еще и стрим. То, что вы пишете, выводится в трансляцию. И остается на долгую-долгую память. Конечно, чат работает, я же вам отвечаю. Я-то у себя вижу. Привет. Ну,
тоже иллюминация с проекторов. Ладно. Так, пройду мимо главного входа в дворец. Так, уютный украшенный дворик. На ртюк будет классно. На двух стульях не усидишь. Тихий, после Невского непривычно. Вот о чем я вам всегда и говорю. Что Невский, это любой проспект, это достаточно шумная история. Но стоит только свернуть во дворик, буквально сделать 3 шага, и вы как будто в другом городе, вы как будто в другом измерении оказываетесь. Это я отношу к тем самым питерским контрастам. Сильно вот этому не обольщайтесь. Это вот снежок, который вот вчера еще выпал. Он просто еще не успел оттаять. Обязательно оттает. Декабрь обещают теплым. Нет. Аничков дворец. Белосельских. А это Аничков, да. Я все перепутал. Да. А это у нас Аничков дворец. А там за спиной розовый был Белозерских. Кто бы как ни относился к Ютубу, к Рутюбу, к ВК, у каждого может быть свое мнение, свое видение. Оно абсолютно справедливо и для каждого свое. Если вам не нравится борщ, то не в борще дело, а, наверное, в вас. Вы любите щи. И вот это вот спорить, отстой YouTube, не отстой, как бы, ну, у всех разные ситуации, у всех разная техническая возможность. И эти все заявления, что где-то что-то отстой, но это только говорит об авторе этих заявлений. Уж извините, но мой личный опыт говорит об этом. Получается, что это некое правило, но из каждого правила есть исключение. Ну вот, окажетесь ли вы этим исключением, я не знаю. Где-то световые проекции картин из Эрмитажа украсили 5 зданий в Петербурге. Интересно. Может быть, нам и посчастливится, мы наткнемся вдруг. Но если вы сейчас загуглите и мне адреса скажете, то я хотя бы плюс-минус прикину, далеко ли это от нашего маршрута и сможем ли мы дойти. Так, у нас здесь Елисеевский магазин, Малая Садовая. Туда мы, конечно, сейчас подойдем. Сейчас вот дойдем до Александринки и потом через Малую Садовую на Манежную попадем.
Ну и да, и смотрите, про контрасты. Вот этот садик летом, здесь на лавках места свободного нет. Люди постоянно шарахаются туда-сюда. А вот зима, не сезон, и все. Пустой сад. В народе просто Катькин садик. Памятник Екатерине II, Великой. Хочется сказать, с приспешниками. Да. Кто-то говорит, что с фаворитами. Но вроде как Суворов не был ее фаворитом. Ну вот в том плане. В том самом плане. Так, мужу любовника, который ее привел к власти. Так, подожди, это что за комментарий был? Так. Это не я сказал, это говорят топ-стримеры. Они говорят, что Рутюб не пригоден для профессионального стриминга. Согласен, может быть. Я просто ни разу даже не пробовал. Точнее нет, вру, пробовал. Вот такая трансляция на 5 минут в закрытом доступе. Просто посмотреть, совместимо ли там мое оборудование, тот софт, который я использую для стриминга. Картинка выводилась, по крайней мере. Если вы про топ-стримеров, все-таки вы, наверное, говорите про игровых стримеров. Для игровых стримеров вот эти все OBS истории, куда чего стримить, возможно, там не совсем контачат те фишки и приколы, которые стримеры используют, играя в игры свои. Ну и кто-то просто там балаболит, наверное. Нам-то вон просто картинку включил, да идешь. Нам особо этого не надо. Да, театр всегда прям пылает, сверкает. Ему подстать вот тоже красивейшее здание слева, принадлежащее Газпрому. Справа тоже вот красивейший дом в таком неорусском стиле. Было как раз некая мода одно время на неорусский, точнее, на русский стиль, а уже было, так как это переработанный взгляд на классику российскую, то и название этот нео приписали. Так что пишем про уличных. Так, не знаю, у вас тут какой-то свой свой диалог, я не буду вмешиваться. Я там пропустил начало, поэтому боюсь встрять не в попад. Так, инсталляции картин все далеко от Невского. Ну, напишите в чате, если кратенько есть, просто адреса. Будем знать. Интересно. Было бы интересненько. Пока идем, пока такая какая-то у меня тут эмоциональная пауза, напомню и попрошу вас поставить лайк этому стриму, этому видео. Это не больно, это не кусается, а каналу только в плюс. Я уже не говорю о том, что
Шарьте, делитесь этим видео. Этим, по-моему, никто не делает. Этого никто не делает. Так, перебегу. Успеем. Вместо того, чтобы целую тут минуту стоять. Какие-то бримчалкины. Опять уличные музыканты. Что, постоим, подождем? Может, что-нибудь интересное сыграют? Вдруг. Нет, что-то они играть не собираются. Гитарист еще курит вовсю. Не будем ждать. И вернемся мы на Невский другим путем. Сейчас идем по Малой Садовой. Пройдемся. Вижу, уже домики выставили. В прошлый раз говорил... наконец-то, кстати, вот про кота Елисея. Вот здесь у нас кот Елисей. А там, скорее всего, кошка какая-нибудь там, Елизавета, или как-нибудь так же. Ну и вот, надо туда закинуть монетку и загадать желание. Ну да, скорее всего, план перемещения царя был здесь, но в последний момент маршрут был изменен. И да, где-то здесь планировалось взорвать. В итоге народная воля метнула в царя на канале Грибоедова, тогда Екатерининский канал. Ну и на этом месте сейчас у нас Спас на Крови. Вот, готовят уже вот эти все домики, выстроили к рождественской ярмарке. Как-то ужасно, конечно, вот это вот все покрытие гранитное, но есть информация, что вот эта улица Малая Садовая у нас с подогревом. Подогрев пешеходной части. Чтобы не было снега и льда. Там какие-то элементы. Сделал по Амстердаму. У кого какая монетка, тут ту монетку и кидает. Просто Юра спрашивает, монетку золотую или нет. У кого какое желание, да? Сколько стоит ваше желание, такую монетку и кидаете. Потом приходит мальчуган ночью с лестницей и все эти монетки собирает. Так, слушайте, Манежную, вот уже вижу, тут забор, уже какую-то арку поставили. Ну, так оно каждый год и происходит. Но на саму Манежную мы, скорее всего, уже не попадем. Она пока закрыта. Вот видите, ряды. Ряды для торговли. Тут всякие выпечки, шмыпечки. В общем, тут и поесть, и закусить, и сувенирку прикупить тоже можно. Ну, в общем, Манежную площадь вовсю
пытаются украсить к Новому году. Так, я вам сейчас к забору подойду, руку вытяну, вы посмотрите, как там все дела. Ну, елочку уже на Манежной поставили, пока ее не украсили. В общем, процесс идет. Процесс вовсю. Так, мы что, получается, на Итальянской улице, да? Ведди, если я не ошибаюсь. И пройдемся по ней. Чтобы нам Садовую по подземке не переходить. Перейдем здесь. Очень часто. Опа, мы уже добрались до цифры 100. 100 зрителей было вот в каком-то сейчас моменте. Сейчас почему-то 90 стало показывать. Странно. Куда вы все убегаете? Да, готовят ярмарку, правильно. Традиционно Манежную площадь украшали в тематике Щелкунчика, но вроде как этот год должны от этой традиции отступить наконец-то, потому что каждый год одно и то же. Щелкунчик, мышиный король, мыши, и вот это все. Вот интересно, как в этом году будет, но это мы узнаем уже позже. Традиционно запишу видео прогулку под Новый год. Прогулку по Невскому, новогодний Невский. Мы сейчас стоим на перекрестке Садовой улицы. И нет, не Итальянской. Что-то я с Итальянской погнал. Итальянская следующая. Или нет? Нет, Итальянская не погнал. Все нормально. Так. Предлагаю все-таки вернуться на Невский, дабы посмотреть гостиный двор. У гостиного двора тоже традиционно устанавливают елку, устанавливают Деда Мороза. Дед Мороз уже точно там стоит, насчет елки не знаю. Сейчас посмотрим. Как говорится, будем посмотреть. Как-то вот я сейчас так даже расходился, и у меня уже даже руки не мерзнут. Ну, я, конечно, в перчатках, но поначалу у меня пальцы замерзали. Сейчас как-то так кровь разогнал, и уже тепло. Нет, через пассаж на Невский не пойду. Там есть риск, что связь пропадет. Я как-то один так уже раз заходил. Прошелся через пол пассажа, вышел на улицу, а мне в чате такое, что типа ай, куда стрим делся. Ну и в итоге потом в записи этот кусок пропал. А так, да, через пассаж можно насквозь пройти. Это интересно.
Так, школа звонки из Щелкунчика. По-моему, это перебор. Ну, вообще, да. Во-первых, наверняка не все школы... Так, у нас тут что-то стрим опять лагает. Только что переподключалось. Я уж думал, все. Так, этот ваш путь можно было пройти через магазин. Я знаю, вы про пассаж, но я уже сказал, что можно, но не нужно. И, честно говоря, вот чисто мое мнение, пассаж не такой уж и интересный магазин, чтобы прямо через него ходить. У меня, кстати, даже отдельное видео прошлый год есть, на прошлый Новый год, про пассаж. Так, можно в музей зайти слева. Все-таки давайте так. Ладно, ничего не буду говорить. Так, все, у нас елочку перед большим гостиным двором поставили. Дед Мороз на месте, не ушел. Снегурочки ему, конечно, не хватает. Ветра пока нет. Вы в чате говорите, ветер, наверное, Нева недалеко. Нет, Нева еще далековато, ветра пока нет. Так, здесь, наверное, тоже можем сделать дальше маневр. На улице, на Михайловской улице, повернуть направо и выйти дальше по Итальянской на канал Грибоедова. И по каналу обратно вернуться на Невский. Да, так и сделаем. На башню городской думы я не поднимался, но знаю, что это самая высокая точка здесь в округе. Как мы прошлый стрим уже выяснили, на лестнице. Вот, лестница, она раздваивается наверх. Есть отметка об уровне воды в каком-то из там 1800, по-моему, 24 год там. И отметка, докуда поднималась вода. И я так прикидывал, это примерно мне вот сейчас было бы по грудь. А на смотровую действительно можно подняться. История из серии 500 рубликов. И вы тут все в округе посмотрели. В целом неплохо. История атмосферная, но достаточно короткая. Так, Людмила Татарова. Добрый вечер всем, говорит. Добрый вечер, Людмила. Лайки, подписки. Все, кто новенький, подписываемся. Ну и обращение ко всем, ставим лайкосики. Ну и кто меня спрашивал там про как не пропустить стрим там или еще чего-нибудь. Колокольчик. На YouTube это история про колокольчик, и там, нажав на него, еще откроется менюшка. Там надо будет выбрать оповещать обо всем.
Ну и тогда YouTube еще сам будет напоминать или оповещать, что или вышло новое видео, или там планируется стрим. Самое большое наводнение было, почему-то вы только 4 года 3 года озвучили, но вот все-таки насчитывают еще и 4-й год, 1724. Справа у нас большой зал филармонии имени Шостаковича. Так, по Евгению и Парашу. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Сейчас я хочу глянуть карту. Ладно. Карта нам ничего не дала, но мы подходим к площади искусств, о чем нам говорят эти светящиеся пиктограммки. Прямо по ходу движения Русский музей, слева пропустят, слева вот там у нас Михайловский театр. Вообще тут вся площадь Михайловская. И сквер Михайловский, и дворец Михайловский, и театр Михайловский. Опять же, тот же самый, если уж мы заговорили о Пушкине, кстати, памятник, которому в очередной раз мы проходим. И в очередной раз я буду говорить, что, возможно, сам Пушкин, да невозможно, а точно сам Пушкин Михайловский театр посещал. Ну и тогда, в то время, это было все-таки такой светской забавой. Это был выход в свет, себя показать и на других посмотреть. Ну и вот, как Дэнди лондонский одет из Евгения Онегина, это, возможно, Пушкин так про себя самого писал, либо являлся прототипом этого персонажа. Ну и освещения-то ведь не было тогда, электричества, прожекторов, еще чего-то. Сцена подсвечивалась свечами, там какими-то этими лампами масляными, возможно. Не очень хорошо освещалась сцена. Зал не гасился, соответственно. Так, Михайловский дворец назван в честь 4-го сына Павла, Михаила. Да, и бытует такая информация, читал, что когда у Павла родился 4-й сын Михаил, тогда он начал копить денежку на то, чтобы для Михаила потом, для великого князя Михаила, построить дворец. Накопил 13 миллионов рублей. Сейчас у нас за 13 миллионов двухкомнатную квартиру не купишь, а тогда вот за 13 миллионов рублей, по-моему, 13. Сейчас говорю, что-то может быть 18, ну за 13 пусть будет, неважно. И к его 18-летию был построен дворец, вот Михайловский. Пожалуйста. Такой презентик от папы. Ой, арт-кафе «Бродячая собака». Если кому-то это что-то говорит, надеюсь. Так, Юрий говорит, что при Пушкине этого театра не было. Ну окей. Раз Юрий сказал.
Открыт в 1833 году. Когда у нас Пушкин стрелялся? Так, Остапу нос потереть. Хе-хе, прошел Остапа. Давайте потрем нос Остапу. Давайте. Тру. Тут еще очень стул видно натерт. Отлично. На зимой присаживаться опасно. Ну, Михайловский театр открыт в 1833 году. Дальше с этой информацией делайте, что хотите сами. Вот мы подошли к каналу Грибоедова, получается. Слева дом иезуитов. Хотели Пушкина сюда на учебу отправить вместо лицея, но по деньгам не подтянули. Да. Так. К самому Спасу на Крови не пойдем. Мы его видим сейчас впереди. Здесь я хочу канал Грибоедова перейти по этой улочке. Видно уже, видите, вот эти белые. Это некая подсветка будущая. В какой-то мере лепо-нелепая, а еще установлено сердце. Но оно тоже будет, каждая грань будет светиться. И издалека, вот с того моста, через Невский проспект, будет примечательный вид. Так, пойдем все-таки на Невский вернемся. Пройдем мимо Казанского собора. Ну и плюсом мы мимо банка проходим. Вы посмотрите, вот это отличнейшее, красивейшее окно, и там за окном какие большущие пространства. И поныне там банк располагается, ну, только другой уже, нежели 100 лет назад, или даже 150. Но вот в эту калитку, в эти ворота, в эту парадную можно зайти и подняться по лестнице на второй этаж и погулять по второму этажу. Там осталось очень много артефактов того времени, до революционного. Цены на всякие вот эти вот переводы денежные, на ассигнации, там, ну, вот, на вклады, на кредиты. Какая-то информация там есть на стенах. Очень интересно и красиво. Вот видите, у меня под ногами сейчас то ли лед, то ли гача, то ли лужа, то ли еще чего. То есть очень такая пограничная история, потому что тут и без соли тоже не обошлось. Какое-то вот оно то ли тает, то ли замерзает, непонятно. Так, а кто помнит в 90-е годы рекламу мороженого? Я вот уже забыл, как изначально этот бренд назывался. Но по телеку реклама точно была. И вот сейчас это кафе просто Bear and Ice кафе.
Я не могу вспомнить, какое мороженое было. Что-то даже из серии в этом сам себе режиссер. Они рекламировали это мороженое, эту сетку мороженого. Китаец фотографирует. Спас. Справа у нас дом книги. Так, ну что, давайте здесь тоже Невский перейдем. Просто вижу елочку у Казанского собора. А это значит, надо пройти, проверить. Еще раз, кстати, пройдем мимо одного из пьедесталов, на котором должны были быть расположены Петр и Павел равноапостольные. Так, нет, книгу заходить смотреть не будем. Уж извините. Вот, нам в прошлую прогулку Юрий указал и напомнил, что, мол, что это за странные пьедесталы такие, пустующие. И вот мы выяснили, что по задумке авторов этого недостроенного собора здесь должен был быть Петр, а с противоположной стороны, сейчас тоже мимо там пройдем, такой же пьедестал, там должен быть Павел, апостолы. Да. Если вы про Кутузова, то он с левой стороны, там икона и табличка есть. Ну и с той же стороны монастырская трапезная крипта. Не крипта, как сейчас это модно, а крипта. Ну и вот второй пьедестал, пустующий. Красивый вид, отличный ракурс. Ну и у нас тут второй памятник. Это у нас Берклай. Тот, что де Толли. Улица у нас Казанская. Сейчас будем ее переходить. Он как раз уходит от Невского проспекта и в ту сторону, в сторону Сенной площади уходит. Так, нас на стриме уже больше 100 человек. Я, знаете, с прошлым стримом сравниваю. Лютеранская церковь святых Петра и Павла. В советское время внутри располагался бассейн.
Вот, про стрим. С прошлым стримом сравнивал, где мы гуляли по Кудрово. Конечно, там было 40 человек, наверное, максимум на стриме. А сегодня вот в очередной раз доказывает о том, что вам больше интересен исторический центр в любом виде. Парадный, не парадный, но исторический, чтобы был. И совсем не интересны спальные районы. Точнее, интересны, но не всем. Как я и говорил, что все равно стримы из спальных районов и городов-спутников проводить буду. Тут уж получается в ущерб себе, но ради вас. Невский тормозит жуть. Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог. Да, генерал Мороз помог. Это мы про Великую Отечественную 1812 года. Я так понимаю. Так, что, мы Фонтанку прошли, канал Грибоедова прошли, и вот уже подходим к реке Мойке. Так, здесь я себе тоже позволю немножко сделать отступление в сторону. Мы с вами сейчас повернем налево и пройдемся по Мойке, по набережной реки Мойки до Красного моста, до Гороховой улицы и чуть-чуть по Гороховой, и там на Морскую, по Морской, не знаю, по Большой или по Малой, но в общем вернемся на Невский. Просто вот, ну, насколько ярок Невский проспект. И вот мы голову поворачиваем налево, и все, и там темень. И там тишина. Я, конечно, еще чувствую запах горящей урны. У меня-то тут больше впечатлений. Ну, я вот опять же смотрим туда вниз. Я не вижу, по крайней мере, воды на этих ступеньках. А еще буквально 2 недели назад, когда уровень в реках и каналах был высок, дамба была закрыта, то водичка прямо вот здесь вот по этому камню, по этой ступеньке елозила. Я вот, знаете, сейчас тут реплика про архитектором Казанского собора был крепостной Воронихин. И вот есть каналы с альтернативной историей Петербурга, где люди, не знаю откуда и как, добывают или переиначивают, или переосмысляют общеизвестные факты, говорят, что это все вранье историков, все это сговор. И Казанский собор не Воронихин строил. И там гравюры какие-то приводят разных годов, что тут несоответствие, несовпадение или еще чего-то, хотя этим гравюрам придают какое-то фотореалистичное свойство, якобы вот раз на гравюре есть, значит вот должно быть. Ну и вот эта вся история, что Петербург откопали. Так, институт имени Герцена слева. Проходим, тоже красивенько подсвечен, прямо невероятно. Он, знаете, летом его и не видно, потому что там деревья, там сад, и все зеленью закрыто. И даже вот проплывая по рекам и каналам на прогулочном кораблике,
ты не всегда увидишь адрес мойки 48, если кому-то интересно. Она, кстати, там не была, помнишь? Ну слушайте, альтернативщики, да, вы говорите, что это вообще бег какой-то, но я смотрю-то не то, чтобы, да, послушать и вам рассказать. Мне вот эта дичь аппетит повышает. О, кстати, тут темненько, не видно, да, тут реставрационные работы набережной ведутся. Ладно, не видно, не будем заострять внимание. Знаете, у меня уже дежавю. Мне кажется, что я по этому месту со стримом 10-й раз иду. Как-то вот в тех или иных маршрутах мы все-таки повторяемся. Я как-то получается, что комбинирую маршруты, но места у нас все одни и те же, только последовательность разная. Кирилла Разумовского, да. Но информация интересная, но кому она нужная? Кто знает, кто такой Кирилл Разумовский, чем он отличился, чем он перед Отечеством и царем выслужился. Особо-то никто, да и даже расскажешь-то и не запомнит. Мы просто гуляем по современному Петербургу, смотрим его историческую составляющую, наслаждаемся красотой и эстетикой. Вот уже подходим к Красному мосту, к одному из некогда 4 цветных мостов. Желтый, зеленый, красный и синий, называю в порядке и по течению реки Мойки. Но вот один из мостов теперь Певческий, если я не ошибаюсь. Ну, слушайте, вот так огульно говорить, что история пишется теми, кто победил 5-10, да, или история это проститутка в руках власти. Но если здесь в чате есть настоящие историки, прям вот, ну, историки, не любители, которые любят историю, да, а историки по образованию, то они понимают, что любой исторический факт рассматривается с разных точек зрения, из разных источников. А источники как внутренние, да, для России, так и внешние. Тут же много было дипломатов, много было купцов, которые уже по приезду к себе на родину оставляли какие-то записи. И вот это вся перекрестное исследование фактов и позволяет составить истинную картину происходившего. В этом и заключается научная работа историка. Работа с источниками. Если вы берете один источник и там написано, и этому начинаете верить, а потом берете второй источник и там написано по-другому и говорите: а, вот оно опровержение, то нет, возьмите еще 3, 4, 5, 10, и вот это все сложите, и только тогда выясните, было это или не было. Написали победители историю или нет. Переписывали историю Романовой или не переписывали там в свою угоду. Вышли на Гороховую улицу. Некогда, я уже много раз говорил про Невский трезубец, некогда
по проекту улица абсолютно равнозначная Невскому проспекту. Но так сложилась история, что Невский на себя перетянул все свое огромное питерское одеяло, стал центральной улицей, по крайней мере в исторической части. Ну и с каждой из, я сказал, Невский трезубец, третий зуб это Вознесенский проспект. Ну и примечательный факт, что со всех этих трех улиц, с Невского, с Вознесенского и с Гороховой улицы, в перспективе все мы можем видеть шпиль Адмиралтейства с тем самым замечательным корабликом на шпиле, который является символом киностудии Ленфильм. Все его наверняка видели. Ну, не Ленфильм, а хотя бы фильмы, снятые на Ленфильме. И в начале каждого фильма вот был тот самый кораблик. Ох, вот арочка. Оцените. Вся в плитке. Если, наверное, правильнее сказать, майолика. Техника исполнения этой плитки. Такая глазурированная. То есть в конце 18 века, начале 19-го, отставить, что я говорю, в конце 19-го, начале 20 века это было очень широко принято и смотрелось дорого-богато при внешней отделке фасадов домов, преимущественно строящихся в стиле северного модерна. Когда пишешь в чат, это как беседа лежащих на диване людей. Ну да, такие, знаете, всезнаек прям. При всем, что у тебя под рукой еще вторая вкладка открыта с Яндексом, и ты тут же гуглишь какую-то информацию и выдаешь в чат за собственные знания. Это вот мне тоже иногда нравится такая возможность. Но вот я иду как иду. У меня вот ручки, вот они. Мне гуглить некогда. Идем по Большой Морской улице, идем обратно в сторону Невского проспекта. Так, здание со шпилем мы уже прошли. Это у Красного моста, так и называется, универмаг у Красного моста. Все правильно. Когда-то это предполагалось, и сейчас это поддерживается в какой-то мере. Там можно было себе пошить костюмчик с иголочки. То есть это продажа тканей, костюмов, швейное ателье. Ну, все дорого-богато для людей с деньгами. Так, что, давайте здесь перейдем и дальше к Невскому. Тут мы уже почти подошли к станции метро Адмиралтейская. Она вот если вот по этому переулку пройти до Малой Морской. Ой, а слушайте, а давайте дойдем. Вдруг нам повезет. Пойдемте, дойдем до Малой Морской улицы. Вдруг мы увидим кусочек оперы. Нет, не увидим. Там я слышу уличного музыканта. А оперы не слышу.
Вот, видите, даже раньше в СССР это была швейная фабрика. Ну, видите, преемственность поколений. Даже вот, ну, как бы, ну, можно ругать, не ругать советскую власть. Есть много за что можно ее ругать. Многое, за что ей надо сказать спасибо. То есть преемственность в каких-то производствах, каких-то традициях, ну, все-таки была, да, вот тот же самый универмаг. Вот он каким был, таким и остался, только немножко поменял форму собственности. Ну и все. Ой, уличные музыканты с не перестающим быть однотипным репертуаром. Тут уж, извините, я буду из раза в раз говорить одни и те же вещи, ибо надоедает. Очень опопсевший репертуар, но туристам нравится. Чё бы и да. А вот на втором этаже с балкончика, ну, в будни, наверное, этого нет, а вот по выходным с недавних пор появилась традиция оперу. Выступают оперные певцы. Так, ладно. Нечего тут зевать. Идем обратно по Невскому на Большую Морскую. Там переходим Невский. И пойдем к арке. Ой, как меня Юрий в прошлый раз поправил. Я неправильно говорил. Так, мне надо подсмотреть. Главного штаба. Вот все просто говорят арка главного штаба, а по-правильному она все-таки называется Триумфальная арка. Является одной из главных достопримечательностей Петербурга. Всем, наверное, интересно, какой именно триумф она олицетворяет. Была построена по проекту Карла Росси, является прекрасным образцом русского классицизма и николаевского ампира. Угу, окей. Так, там опять зеленый, надо опять бежать. Сколько секунд? А я все равно не успею. Ладно. Ой, слушайте, а Большая Морская вот здесь вот пешеходные ее части и нифига не светится. Вот это поворот. Еще буквально неделю назад все пылало огнями. И что-то я вангую, что там прохода нет. Мы сейчас посмотрим. Если кто заблудился, то мы пришли сейчас с той стороны. Там у нас Мойка, река. Кстати, да, про Ленфильм. Вот вы сейчас написали, и почему-то у меня сейчас картинка перед глазами-то нарисовалась, что там появляется медный всадник, два прожектора, с двух сторон его как бы подсвечивают, и уже снизу вот это вот Ленфильм. Давай. А кораблик, да,
Ленtelefilm. Я все врал, я всех обманывал. Так, ну что? Ну вот там темно, и я не понимаю, люди туда под арку уходят или нет. Потому что есть риск, что... Так, здесь всякие зазывалы во всевозможные увеселительные заведения. А увеселительные тут и дом вверх дном, и какой-то восковых фигур, и дом великана. Как-то вот здесь вот все оно такое. Приходите в наши уютные Очень такая. Мне вот эта часть сильно не нравится, потому что какой-то переизбыток информации. Инициатором их установки был Менделеев. Окей. Кто скажет, что это за здание? Я сразу скажу, что телеграф. Да, слушайте, темненько. А возможно, здесь готовят как раз к тому самому световому шоу. Ну все, смотрите, дворцовая в темени. И вот сейчас увидим. Тут что-то прикольное уже происходит, как будто бы. Да, тут, наверное, подготовка идет к тому самому 8 декабря световому шоу. То, что должно будет происходить на стенах главного штаба. Ой, вам-то вообще сейчас темень темная. Вы вообще ничего не видите. Я плохо вижу, ребята. В общем, идем по приборам. Идем по... Идем на звук. О, смотрите. Ну, считайте, что я вам практически показал, что. Я сразу расскажу. Я в прошлом году был на этом шоу. Видел. Здесь они сейчас настраиваются и прицеливают все эти проекторы. Это прицельная сетка, чтобы совместить проекторы, чтобы каждый проектор светит в свою область, и чтобы картинка была единая и без стыков, разрывов и без всего. Вот здесь на стенах главного штаба происходит красивости от профессионалов. А вот на той стене, которая зелено-белая, там транслируются картинки уже конкурсные. Тут же еще конкурс проходит в течение года. И вот лучших авторов с лучшими произведениями транслируют здесь, у стен, рядом с Зимним дворцом, с Эрмитажем. И вот видите, сколько тут огонечков. Это все каждый отдельный проектор. И каждый отдельный проектор светит на какую-то область. И вот сейчас они эту всю историю подгоняют. Да. Поэтому на Дворцовой и темнота. Но мы сейчас быстренько... Чего? Я вижу уже сразу, вот здесь горка. Та самая горка, на которой можно будет бесплатно покататься на ватрушке. Точнее, скатиться на ватрушке. С которой... Ну, сразу говорю, тут будет очередь. И чтобы добраться до самого верха, надо еще будет постоять в очереди. Ни в коем случае не отговариваю. Вместе с горкой здесь будет, пальцами показываю, темно. У горки будет аналогичная ярмарка, как и на Манежной площади.
мощные проекторы. Это вот засвечивают так ярко целую стену. А на каком расстоянии они... Так, стримеры стримят на iPhone 15 Pro Max. Предлагаю скинуться мне на iPhone 16 Pro Max с ночным режимом. И будем тут ходить снимать. Че не донатите? Донатьте мне на iPhone. Давайте. Тут вот тоже умники нашлись. Ладно, уходим с этой темной площади. Еще чуть-чуть потерпим. Сейчас вернемся к Невскому. Вот к светлому, к стенам Адмиралтейства. И пойдем посмотрим, как у нас украшен и светится ли Дворцовый мост. Там должны быть установлены ротонды. По крайней мере, прошлую зиму так, прошлый Новый год так было. Плюсом еще устанавливали светящийся фонтан. Как ни странно, в фонтане садика Зимнего дворца. Тоже сейчас посмотрим. Но зато, слушайте, такой вид отличный. Исаакиевский собор. Зеленым вот светятся деревья в Александровском саду. Так, держимся чуть правее. Забавно, смотрите, у нас почему-то в Эрмитаже, Эрмитаж-то, наверное, уже закрылся. Первый этаж вообще все окна темные. И светятся только второй, третий этажи. Ох. Так, смотрю, вам все равно, даже хоть и темно, но вам интересно. Это радует. 109, 107 человек. Если кто-то новенький на канале, да и старенький, кто забыл, поставьте, пожалуйста, лайкосик. От меня вам громадный респект и продолжение этого нелегкого дела гулять по морозу. Так, сейчас посмотрим, чекнем фонтан. То, что он пока не светится, это точно, но хотя бы посмотреть, инсталлировали ли то, что должно светиться. По крайней мере, я ничего не вижу. Как будто бы нет. Да, это, знаете, это темнота друг молодежи, но не на площади, да, это вот вопросик, типа, почему-то вспомнилась эта шутка, что почему на Красной площади сексом не занимаются. Ответ простой. Слишком много советчиков. Устанавливают вот здесь вот здесь вот поверьте, вот я рукой машу, здесь фонтан. Летом работает, все хорошо. А зимой сейчас они делают деревянный помост какой-то, и на нем будет установлен светящийся фонтан. То есть из вот этой неоновой или светодиодной, не знаю там из какой подсветки, но имитация фонтана будет. Красивенько будет, красивенько. Так, смотрим, вот уже давайте приближу. Чпоньк. Немножко размазано, но сейчас верну. Дворцовый мост, ротонды светятся. Все хорошо, все на месте. Так, вот эту камеру включу. Что-то у меня запотело, я сейчас протру ее. По-моему, только размазал.
Ну, не знаю, стало ли лучше. Надеюсь, стало. Ой, ой. Сегодня забыл взять с собой чудо-тряпочку. И сусью тряпку, которая одним махом протирает любую оптику. Ну вот что-то перчаткой потер, ну что получилось, то получилось. Вот те самые люстры на... Мне не нравится, как оно. Так, вроде лучше. Вот эти люстры на фонарных столбах. Прям как реально из дворца сняли и сюда повесили. Очень классно. Сейчас пройдемся немножко по Дворцовому мосту, вот как раз до одной из ротонд. Там еще постоим, посмотрим на акваторию Невы. По Дворцовой набережной мы не так давно гуляли, поэтому сейчас туда точно не пойдем, нет смысла. Хотя тогда, когда мы шли, уже украшения на этих деревьях были, но не была включена подсветка. Так, ну давай, светофор. Разрешай нам идти, пожалуйста. Пожалуйста. Хотим уже идти. Оп, идем. Там не просто караул погиб. Там очень много ни в чем не повинных молодых по-моему, финляндского полка. Там что не фокусируется-то. Потом эти товарищи, которые погибли, они похоронены на Смоленском кладбище. Мы в прогулке по Смоленскому кладбищу даже проходили мимо их братской могилы. Доложу я вам, так что, если интересно, найдите видео на канале Смоленское кладбище. Зеркальная гладь. Ну, как бы я-то волны вижу, вам, наверное, меньше виднее. Так, все-таки я не просто здесь остановлюсь на Дворцовом мосту, но все-таки пройдем дальше до самой стрелки и дойдем как минимум до того места, где обычно на стрелке еще тоже ставят елку. Посмотрим, поставили ли там уже. Подразумеваю, что поставили. Всячески на это надеюсь. Стоит, фотографирует с вами. Вот не знаю, люди тут фотографируются, но не знаю. Хотели ли бы вы фотографию тоже здесь?
меня сейчас мегафон. В чате просто вопросик был, какой у меня сейчас оператор сотовой связи. Мегафон. Так, что-то у нас тут просьба какая-то. Привет из Москвы, как Питер. Поздравьте с первыми днями зимы. Ну, я предлагаю вам кинуть донатик с поздравлением, и это выведется на экран, а потом вы сможете своей Елене это показать. Как вам такое предложение? Шикарнейшая университетская набережная. По университетской мы тоже гуляли. Есть отдельное видео. Рекомендую интересующимся найти это видео, не так давно на канале было, и посмотреть. Стало четче. Вот надо протирать линзы и глаза мне. Еще только сейчас я понял, что уже 2 часа гуляю с небольшим, и даже пауэрбанк не включил. И есть риск, что стрим у нас может внезапно прекратиться. Не знаю, батарейка сейчас сядет, не сядет, то ладно. Сейчас дойдем до центра Стрелки. Проинспектируем ситуацию. Вид на Эрмитаж, на Дворцовую набережную и Зимний дворец со стороны Васильевского острова. Здесь мы уже видим рябь, да? Легкую. Вот сейчас такое у нас межсезонье между этими туристическое. То есть еще будет вал туристов на Новый год. И вот в этом месте, где мы сейчас идем, во-первых, людей будет, туристов больше, много. И вот этих всяких зазывал на всяческие аттракционы и увеселительные истории появится больше. Ну, тут китаёс привозят целыми автобусами. Так, как мне кажется, здесь одна из градостроительных ошибок. Подбей на пауэрбанк. Да пауэрбанк висит на шее, надо сейчас как где-то остановиться, расчехлиться. Давайте так и сделаю, потому что... Так. Сейчас. Одну секунду. Где поводок? Чек. Хоп. Хей, ла-ла-лей. Оп. Зарядка пошла, отлично. Главное за провод не дернуть и не уронить телефон в него. Я сейчас нырять не буду. Холодно, знаете ли. Я как Миронов в приключениях итальянцев в России в Неве купаться не планировал. Так, елку вижу. Елка стоит, пока без иллюминаций. Или иллюминаций. Также без иллюминации у нас стоит биржа.
Что-то тут опять новости были про здание биржи, что опять там какой-то город, какие-то тендеры на него объявляет. Вот что-то мне это непонятно. Что там опять за телодвижение по использованию биржи. Но вот та история, которую я читал и которая мне понравилась, это то, что реставрацией занимается Эрмитаж. И Эрмитаж же будет его использовать под выставочные залы. Так, нам подсказывают, что здание 12 коллегий смотрело фасадом на площадь. Площадь имела размеры как дворцовая. Так точно, тут все перестроено, достроено и переделано. Опять же, планировалось при Петре, но после его смерти буквально чуть ли не мгновенно, сразу все планы переменились, центры сдвинулись, приоритеты исправились. Ну и, соответственно, вся стрелка Васильевского острова изменилась. Все вот эти вот шарики, которые вы видите, тоже будут светиться. Их еще не все установили. Тут будет вместо клумб, ну, наверное, аналогия. Вот весной же тут все в тюльпанах. Ну, не обязательно здесь, а клумбы. А зимой вот такие будут светящиеся шары. И раз, два, три, елочка гори. Это на Новый год. Так, можно посмотреть в Яндекс.Картах очертания площади, хорошо видно. Да все видно, и картинок много, и гравюр, и планов сохранилось, как это все тут планировалось. Это да. Друзья, хопа, это я. Чтобы далее не растекаться мыслями по древу, в целом задачу на стрим считаю выполненной. Инспекция Невского проспекта состоялась. Я думаю, прогулка вам тоже понравилась. Еще, возможно, звук где-нибудь отстает сейчас от картинки, но как там получается. Друзья, в очередной раз говорю спасибо громадное всем, кто меня сейчас смотрел, кто со мной сейчас гулял, кто не забыл поставить лайкосик. Прогулки продолжаются. Подписываемся, вот это все. На Телеграм, в Телеграме много всяких интересностей появляется, он постоянно живет. Возможно, кого-то надоедает и по ночам уведомления, но тут сорямба. Так оно работает. Все, друзья, спасибо всем, кто задонатил. Громадное, нижайшее. Кстати, наверное, я сейчас озвучу. А то что? Негоже героев должны знать в лицо буквально, да? Так, у нас сегодня аноним, Александр М. и Алена Омск. Задонатили, поздравили и всячески поучаствовали в развитии канала, за что вам большое спасибо. Баба Ната тоже рад, что вы здесь. Всем пока. Любите Петербург, гуляйте по Петербургу, приезжайте к нам, смотрите все своими глазами, радуйтесь, оценивайте и наслаждайтесь. Петербург прекрасен в любую пору, в любую погоду. Всем пока-пока.